Самый массовый призыв в армию, мощный взрыв газопровода, ребенок прыгнул с горящего балкона. Это новости на Ходорковский лайв. Самое главное к этому часу. Сегодня в России началась весенняя призывная кампания. Она продлится с 1 апреля по 15 июля. Соответствующий указ накануне днем подписал Владимир Путин. Под него попадают мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Накануне в СМИ появилась информация, что одного 25-летнего призывника уже сняли с рейса в аэропорту Шереметьево и выдали повестку. Ранее его пытались призвать минувшей осенью. Министерство обороны планирует призвать на срочную службу 160 тысяч человек. Это максимальное число срочников за последние 14 лет. Военное ведомство, конечно, утверждает, что призывная кампания никак не связана с войной в Украине и срочников не отправят на фронт. Эти утверждения звучат с начала войны, но солдаты срочной службы в итоге регулярно оказывались на передовой, как в Украине, так и в Курской области. Кроме того, срочников прямо в частях массово принуждают к подписанию контрактов с Министерством обороны. Повестки в этот призыв будут присылать как бумажные, так и электронные на госуслуги и портал МОСРУ. Правозащитники на основе опыта осенней кампании прогнозируют крайне жесткий призыв в Москве. Параллельно со стартом кампании Госдума готовит пакет ужесточения как самого процесса призыва, так и ответственности за уклонение от него. Чтобы не попасть на войну, не берите в руки повестки и не ходите в военкомат. Кроме того, обращайтесь за помощью к правозащитникам, например, в школу призывника или проект «Идите лесом». Ссылки на проекты я оставлю в описании под роликом. Берегите себя. Российские власти оккупированной Горловки Донецкой области сообщили об ударе дрона ВСУ по автобусу с людьми. По данным назначенного России мэра города Ивана Приходько, пострадали 12 человек. Накануне вечером из-за российских атак в Днепропетровской и Харьковской областях Украины пострадали 5 человек. Об этом сообщили местные власти. Никополь атаковали дронами камикадзе, а Купенск – авиабомбами. В Запорожской области есть жертвы. Спасатели извлекли тело погибшей женщины из-под завалов после авиаудара. Еще 5 человек получили ранения. Темпы российского наступления в Украине упали до уровня лета прошлого года. Данные проанализировал проект агентства. За этот март Россия захватила в Украине самую маленькую территорию с июня 2024-го – 130 квадратных километров. Это чуть меньше площади города Владимир. С минувшего лета темпы российского наступления в Украине практически постоянно росли. Замедляться движение ВС РФ стало только с декабря 2024-го. Агентство отмечает, что Владимир Путин на прошлой неделе в очередной раз говорил о том, что Россия набирает обороты на всех фронтах. Военный эксперт Ян Матвеев считает, что причина замедления – нехватка техники и личного состава, низкое качество пополнения и проблемы с логистикой. Дональд Трамп недоволен обеими сторонами украинского конфликта. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит рассказала журналистам, что президента США не устраивают позиции как Москвы, так и Киева. По мнению Трампа, ни одна из сторон не проявляет должных усилий, чтобы приблизить мир. Позже сам 47-й президент США заявил, что Владимир Путин лично гарантировал ему прекращение огня. В случае, если этого не произойдет, Трамп вновь пообещал ввести вторичные санкции на поставки российской нефти. В Москве машина упала с высоты, погибла женщина. Автомобиль Volkswagen Golf выпал с одного из этажей крытой парковки на северо-западе столицы на улице Крылатская. После падения он загорелся. По информации близких к силовикам телеграм-каналов, за рулем была 69-летняя Наталья Б. По предварительным данным, она не справилась с управлением. Как видно на видео, конструкция парковки не смогла остановить автомобиль. Точные обстоятельства аварии выясняются. Ребенок выпрыгнул с 3-го этажа, спасаясь от пожара. Его поймали прохожие. Это произошло в Петербурге на улице Корнея Чуковского. Ребенок сам сбросил собравшимся под окнами мужчинам одеяло, его растянули и поймали мальчика, когда он прыгнул. Ребенка доставили в больницу, его жизни ничто не угрожает. При падении он рассек губу. Жительницу Москвы задержали за видео 14-летней давности во ВКонтакте. Имя задержанной не разглашается. По данным правозащитной организации УВД-Инфо, ей вменяют статью о пропаганде ЛГБТ. На девушку составили протокол об административном правонарушении. Видео девушка сохранила у себя на странице в ВК. На нем целуются 2 парня. Силовики считают, что старые посты в открытом доступе – это длящееся правонарушение, несмотря на то, что в момент публикации не было принято никаких законов об ЛГБТ-пропаганде.
Тела 3 американских солдат нашли в Литве. Напомню, 4 военных, которые проходили службу в войсках НАТО в Литве, пропали без вести на прошлой неделе. Они отправились на тренировочную миссию на бронемашине «Геркулес». Несколько дней назад ее нашли на дне болота. Армия США выпустила заявление, в котором подтвердила смерть 3 солдат. Поиск 4-го пропавшего продолжается. Несколько греческих островов накрыл сильнейший шторм. В минувший понедельник шторм вызвал масштабное наводнение на Паросе и Миконосе. Местные власти закрыли школы и ввели запрет на использование любого транспорта за исключением экстренных служб. По последним данным, никто не пострадал. Мощные ливни идут в том числе в популярных местах отдыха. Синоптики предупреждают, что непогода сохранится в ближайшие дни. Сильнейший пожар начался на газопроводе в Малайзии. Агентство Associated Press пишет, что во вторник в пригороде Куала-Лумпура вспыхнуло пламя на газопроводе национальной нефтяной компании. Местные жители сообщали, что в их домах тряслись окна. Несколько человек доставили в больницы с ожогами. О жертвах пока ничего не известно. Друзья, это все важные новости к этому часу. Не забудьте поставить лайк этому видео, написать комментарий, а также подписаться на нас. Подписывайтесь на нас в Ютубе и подписывайтесь на нас в Телеграме. Так мы сможем с вами оставаться на связи даже в случае полной блокировки YouTube в России. В студии для вас сегодня работала Екатерина Воропай. Берегите себя и до встречи.